Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kuga-самокат.ру, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. Нас очень часто просят сравнить самокаты Kuga с какими-то моделями самокатов других производителей. Да мы и сами-то, в общем, не прочь получить столь интересный опыт. Проблема состоит обычно в том, где бы найти такой магазин, который бы предоставил нам технику для сравнения. В этот раз нам очень помог интернет-магазин xiaomi-самокат.ру. Они предоставили нам на растерзание самокат Xiaomi M365 Pro. Если кто-то вдруг задумывался о покупке самоката именно этого бренда, то заходите в гости к нашим друзьям. Ссылку на интернет-магазин мы, как всегда, ставим в описании под роликом. В прошлом году мы только начали вести канал и снимать обзоры. Это было всего год назад, но тогда, казалось, электросамокаты были далеко не так популярны, как сейчас. Не было такого большого разнообразия брендов и моделей. И если не брать в расчет какие-нибудь дуалтроны с их заоблачной стоимостью, то на слуху, как правило, были Kuga, Halton, Ninebot и Xiaomi. Если в комментариях и упоминались какие-то самокаты, то это, как правило, был один из вышеперечисленных. Прошлой осенью нам удалось получить несколько самокатов Halton и сделать сравнение с похожими по характеристикам моделями Kuga. И знаете, кардинального отличия между ними на дороге я не заметила. Больше всего нам понравился Halton Cross, но его преимущества как-то немножко меркли на фоне почти двукратной разницы в цене по сравнению с Kuga M4 Pro. И в комментариях тут же появились люди, которые стали писать, что Halton – это тот же Kuga, только намного дороже. Хотя до этого нам все их нахваливали. И вот сейчас нам в руки попал Xiaomi. Надеюсь, и до Ninebot мы тоже когда-нибудь доберемся. Но вопрос встал о том, с каким же самокатом Kuga сравнить M365 Pro. Я лично больше всего склонялась к M2 Pro. У них похожи мощность и диаметр колес, но мы решили сделать опрос в сообществе YouTube, и большинство выбрало Kuga X1. Но знаете, что меня зацепило больше всего? Что опять в комментариях появились люди, которые категорически не советовали Xiaomi и писали про их отвратительное качество. А ведь до этого нам писали ровно противоположное. И в итоге я поняла, что сколько людей, столько и мнений. И никогда вы точно не поймете, что именно вам нужно, опираясь на чьи-то советы. Поэтому по возможности приезжайте к нам в магазин на тест-драйв и к нашим коллегам из xiaomi-самокат.ру. Смотрите, сравнивайте, катайтесь и решайте. Ну а для тех, у кого нет возможности, я, конечно, попытаюсь рассказать все в подробностях в этом ролике. Но помните, что это всего лишь мое мнение, а не абсолютная истина. Итак, мы взяли два абсолютно новых самоката. Первый – Kuga X1, второй – Xiaomi M365 Pro. Выбор, честно говоря, немного странный, но это решали не мы, а наши зрители. Самокаты хоть и не сильно отличаются по габаритам, но прилично отличаются по весу и характеристикам. M365 Pro – типичный представитель легких городских самокатов. Он весит 14,2 кг, имеет мотор мощностью 300 Вт, расположенный спереди. Колеса надувные диаметром 8,5 дюймов. Аккумулятор емкостью 12,8 ампер-часов. Производитель уверяет нас, что он способен разогнаться до 25 км в час и проехать до 45 км на одном заряде. Максимальная нагрузка в инструкции указана 100 кг, так что, по идее, наш оператор после плотного завтрака уже в пролете. Подвеска, как таковая, тут отсутствует. Kuga X1 имеет похожую емкость аккумулятора – 13 ампер-часов. Мощность мотора, расположенного в заднем колесе, указана 600 Вт. Максимальная скорость, заявленная производителем, 45 км в час. Дальность пробега на одном заряде до 40 км.
Переднее колесо надувное диаметром 8,5 дюймов, заднее диаметром 8 дюймов, выполненное из литой резины. Но X1 оснащен небольшим амортизатором в рулевой стойке, который прячется под красным пыльником, и двумя закрытыми амортизаторами на заднем колесе. Мы уже не раз проверяли, что они тут не просто для красоты. Задняя подвеска у X1 мягкая и хорошо пружинит, сглаживая ощущение от литой покрышки. Благодаря высокой подвеске дорожный просвет у X1 несколько больше – 11,5 см в передней части и 10, если мерить по подножке, против 8 см на M365 Pro. Но и весит самокат аж 18 кг. Заявленная грузоподъемность – 120 кг. Тормозная система у X1 состоит из барабанного тормоза в заднем колесе и рекуперативного тормоза, который настраивается в бортовом компьютере. Его можно либо отключить вовсе, либо выставить одну из 5 степеней торможения. У M365 Pro механический дисковый тормоз. И также есть рекуперация, которую можно настроить в приложении Mi Home и выставить слабый, средний или сильный уровень. Рукоятка тормоза у Xiaomi нажимается чуть мягче и плавнее, чем на X1. Для управления и настройки Xiaomi практически обязательно нужно таскать с собой телефон с приложением. Без него вы можете увидеть на экране лишь скорость во время поездки и примерный заряд батареи, отображающийся 5 делениями внизу. Без приложения вы не узнаете, сколько вы проехали за конкретную поездку или в целом на самокате. Не узнаете точный заряд батареи. А умное приложение покажет вам не только все параметры аккумулятора, но даже примерный километраж, на который вам осталось заряда. Можно настроить рекуперацию, круиз-контроль и обновить версию прошивки. У X1 в принципе доступны те же настройки, но сделать все можно через меню бортового компьютера, которое открывается удерживанием двух кнопок одновременно. И все необходимые данные о самокате – скорость, пробег, вольтаж батареи и так далее – можно также увидеть на бортовом компьютере. Управляется X1 курком под указательный палец. В принципе, на мощных самокатах мне такой способ нравится больше. Но многим больше по душе курки под большой палец, как на M365 Pro. Так как Xiaomi не сильно быстрый самокат, то мне в принципе без разницы. Но курок тут нажимается плавно и без залипаний. С левой стороны руля, помимо ручки тормоза, у обоих самокатов стоит звоночек. Крайне необходимая вещь в городской среде. Сам руль у Xiaomi значительно уже и поначалу кажется немного непривычным, но ощущение быстро проходит. Более широкий руль на X1 для удобства хранения оснащен двумя муфтами на резьбе, открутив которые можно опустить рукоятки и сделать самокат гораздо компактнее. На Xiaomi такой возможности нет, так же как нет и возможности регулировки руля по высоте, в отличие от X1. Спереди у M365 Pro расположен небольшой диодный фонарь. Мы постараемся проверить его вечером. Но пока кажется, что он светит вовсе не на дорогу, а вверх прямиком людям в глаза. Сзади на крыле есть небольшой красный фонарик, который загорается при торможении. На X1 прохожих слепить вы, пожалуй, будете не сильно. Один фонарик у него встроен в переднее крыло, и еще два по бокам батарейного отсека. Сзади также встроены в деку два красных диода, выполняющих роль стоп-сигнала. Но они не в пример ярче, чем на Xiaomi. В темное время суток он будет гораздо заметнее на дороге. Дека у X1 чуть шире, но зато покрыта куда менее практичной наждачкой, отмыть которую представляется маловозможным. Для того, чтобы ваш Xiaomi оставался чистым и свежим, достаточно влажной тряпочки. Складные механизмы рулевой колонки имеют разный принцип. На X1 нужно всего лишь потянуть за язычок и опустить стойку. Она сама зафиксируется в сложенном положении. На Xiaomi нужно сначала повернуть фиксатор и потянуть за язычок. Сделать это несколько сложнее, чем на X1, особенно обладательницам маникюра. К тому же, чтобы зафиксировать стойку в сложенном виде, нужно примеряться и самостоятельно зацепить ее за крючок на заднем крыле. Также у Xiaomi есть небольшой минус в том, что в сложенном состоянии без подножки он не стоит, а падает на бок и может поцарапаться. Новые самокаты оба выглядят достойно. Материалы и сборка кажутся качественными. И по одному лишь виду сложно сказать, какой из них дешевле, а какой дороже. Какой в чем лучше или хуже. Поэтому, мне кажется, самое время прокатиться.
Раз уж самокаты городские, то тестировать мы их поехали практически в самый центр города. Сначала добрались до метро и без каких-либо препятствий спустились на станцию. Xiaomi достаточно легкий, чтобы я без проблем могла поднять его одной рукой, чтобы спуститься с лестницы или закатить в вагон. Но все же нужно быть внимательным. Поднять-то его легко, зато более легкая задняя часть самоката, если ее не придерживать, радостно долбанет вам по ногам, наградив парочкой синяков. X1 заметно тяжелее, и одной рукой его я уже не подниму. Поэтому радует наличие ручки в задней части деки. И сразу ограждаешь себя от ударов по ногам, и руку о грязную деку не пачкаешь. Я лично не любитель во время езды ставить туда ногу, хотя это возможно. В час пик с самокатами вы бы, конечно, вызвали массу недовольства окружающих. Но если у вас не стандартный рабочий график и смена начинается с 12, то добираться до работы на самокате – одно удовольствие. Да и вообще, надо признаться, что с первых минут поездки Xiaomi M365 Pro вызывал в основном приятные эмоции. Хотя после вышеописанных комментариев я относилась к нему настороженно. Для городских улочек и парков, собственно, то, для чего он и предназначен. Этот самокат подходит идеально. Легкий, маневренный, плавно и легко управляется, быстро набирает скорость до заявленной производителем. На ровной дороге бортовой компьютер стабильно показывал 25-26 км в час. Что нас крайне удивило, так это то, что с нашим оператором, который вместе со всем оборудованием весит даже чутка больше 100 кг, M365 Pro ехал с точно такой же скоростью. В отличие от самокатов Kuga, которые с более легким райдером обычно едут быстрее, а с тяжелым чуть медленнее заявленного. Xiaomi же стабильно едет с любым весом в рамках допустимого, что в целом подтвердилось и замером по GPS. X1 со мной весом 57 кг разогнался до 43 км в час. С нашим оператором максимальная скорость была 39 км в час. Ну а Xiaomi... Тут GPS решил немножко сойти с ума, но в целом он как показывал 25, так и ехал 25. Единственное, что меня в нем довольно быстро стало раздражать, это его функция старта после отталкивания. Это полезная функция, которая бережет мотор и экономит заряд аккумулятора. Но тут она выполнена не самым лучшим образом. Если на Kuga обычно хватает слегка толкнуться и поехать, то тут нужно набрать скорость минимум 5 км в час. И честное слово, не всегда это получается с первого раза. То приходится делать 2, а то и 3 довольно сильных толчка. И порой где-нибудь на светофоре ты пытаешься поехать, толкаешься, а самокат не реагирует. И ты как дурак тупишь посреди толпы пешеходов. А когда до него наконец доходит, стартует порой так мощно, что аж пробуксовывает. И, зайдя в приложение, я лично не нашла, как отключить эту функцию, хотя она меня раздражала до глубины души. Так что при всех достоинствах Xiaomi, а их немало, и тут не обошлось без ложки дегтя. Довольно интересно для меня было сравнить ощущения от подвески на этих самокатах. На хорошем асфальте, что довольно очевидно, разницы я не заметила. Как я уже говорила, задние амортизаторы на X1 хорошо компенсируют жесткость литого колеса. Зато, кстати, меньше нужно думать о давлении в шинах и проколотых колесах. Но, что интересно, катаясь по плитке, брусчатке, бордюрам, я прислушивалась к ощущениям и не могла уловить существенной разницы. Если не пролетать неровности на большой скорости, а на Xiaomi это в принципе невозможно, то оба самоката весьма комфортны. В редких моментах на совсем уж больших бордюрах на X1 все же чуть жестче чувствовался удар в пятки от заднего колеса. В свою очередь, пару раз Xiaomi чуть жестче влетал передним колесом. Так что тут 1-1, как говорится. Наш оператор добавил еще от себя, что он любит на X1 просто запрыгивать на бордюры, что позволяет делать именно наличие подвески. На Xiaomi же ее нет, поэтому прожиматься нечему и прыгать не получается. А вот на подъемах в горку Xiaomi снова нас удивил. Вообще, когда наш оператор попробовал покататься на нем, он потом крайне неохотно возвращал мне его обратно, и ездить на X1 не очень-то хотел. Как я уже говорила, если хорошо оттолкнуться, то Xiaomi быстро набирает максимальную скорость. С моим весом на ровной дороге ему хватает метров 20, наверное. А вот X1 наоборот, стартует с места и разгоняется довольно плавно. Поэтому я на Xiaomi частенько улетала вперед, а оператору приходилось долго догонять. Я тебе могу сказать, что вот 100% сейчас поднимемся на голову, я спущусь на X1 и попробую подняться, я не поднимусь.
Стоя на X1 из-за более легкого веса, я, конечно, тоже ускорялась быстрее, чем оператор на M365 Pro. Но разница была не столь существенной. Кстати, чтобы оператор не сильно отставал, я чаще всего ездила на X1 на первой скорости. Так они ехали практически одинаково. Так вот, из-за этой же особенности X1 не очень хорошо въезжает в горки, если вы перед ними хорошенько не разогнались. Xiaomi же, на удивление, как маленький упертый трактор, тянет и тянет даже в самые крутые уклоны. На удивление, его мотор с заявленной мощностью 300 Вт поднял нашего оператора гораздо выше, чем это смог сделать X1. Уж не знаю теперь, в чем дело у X1, в моторе или в контроллере, но что-то тут не так. Для надежности мы повторили эксперимент на горке, где тестируем все подобные самокаты. Для нашего оператора она оказалась слишком крутой, и он не въехал ни на одном самокате. Так что если ваш вес около 100, готовьтесь либо иногда ходить пешком, либо берите что-то не меньше M4 Pro. А со мной смогли подняться оба самоката. Но X1, стартуя с той же точки, что и Xiaomi, ехал значительно медленнее к концу подъема. С похожей скоростью X1 поднялся только тогда, когда я дала ему побольше места для разгона. Так что при старте с места Xiaomi действительно справляется лучше, что с легким, что с тяжелым весом. Но если въехать в горку не получается и приходится самокат катить, то тут Xiaomi становится крайне неудобным. Во-первых, мотор-колесо у него спереди, а задняя ось легкая. И самокат вместо того, чтобы ехать, кувыркается вперед и снова норовит оставить вам парочку синяков на ногах. А во-вторых, поднимаясь по крутым пандусам в подземном переходе, например, очень удобно слегка нажимать на газ на самокате, чтобы он ехал практически сам, а не вы его толкали вверх. Но на Xiaomi газ просто так не работает, нужно же оттолкнуться. Так мало того, что он ехать не хочет, и еще и в конце подъема иногда днищем цепляется. Хотя это так, мелочи. В основном на дороге я не заметила проблем с клиренсом. Ни на бордюрах, ни на лежачих полицейских. У X1, разумеется, тем более. За тормозную систему мы с оператором отдали предпочтение M365 Pro. Тормозит он очень плавно, но уверенно. Хорошо тут то, что механический тормоз останавливает заднее колесо, а рекуперативный тормозит переднее. И нет никаких толчков вперед от рекуперации, никаких лишних заносов. При этом настраивать изначально ничего не пришлось. Купил самокат, руль прикрутил и поехал. На X1 же сразу захотелось подкрутить тормоза. Благо, подтянуть тормозной тросик тут можно просто руками, без лишних инструментов. И без рекуперации тормозит X1 совсем не очень. Летая задняя покрышка при остановке колеса, как правило, может проскользить еще лишних пару метров. Особенно если дорожное покрытие скользкое. Поэтому я лично без рекуперации, выставленной меньше тройки, не езжу. Но с такой настройкой нужно быть аккуратным, потому что на большой скорости, больше 30, от рекуперативного тормоза может ощущаться толчок вперед. И я немного удивилась, что по факту при одинаковом разгоне и резком торможении тормозной путь у них получился одинаковый. Xiaomi, оказывается, тоже может скользить по асфальту. Видимо, ощущения от более уверенного торможения на нем субъективны и связаны исключительно с тем, что он просто не разгоняется до тех скоростей, на которые способен X1. Что еще добавить? Яркость дисплея на солнышке хромает у обоих самокатов. На подножке оба стоят уверенно, не падают. Понравилось, что Xiaomi включается от простого нажатия на кнопку, не надо ничего долго удерживать. Ах да, еще он гораздо тише едет. Работы мотора практически не слышно. Заднее крыло хоть и болтается на кочках, но за колесо не задевает и лишних звуков не издает. Пишут, правда, что от вибрации оно со временем отламывается. Кстати, крылья на обоих самокатах вполне успешно выполняют свою функцию. У X1 на низких оборотах мотор слегка гудит, а на кочках или бордюрах заднее крыло может побрякивать. Кстати, у Kuga была маленькая проблемка в том, что от вибрации у него слегка раскручивались муфты руля, и их приходилось несколько раз за поездку подтягивать. Теперь же, если их изначально хорошо затянуть, то такой проблемы не было. Проехали самокаты, что довольно интересно, примерно одинаковое расстояние. Садились они тоже более-менее равномерно. Всего за день мы проехали на них 34 километра. У Xiaomi уже довольно давно мигало красным цветом последнее деление, и может его и хватило бы еще на километр максимум, но мы решили искать каршеринг и добираться домой. На X1 для меня такой результат был уже предсказуем, но от Xiaomi я ожидала чуть большего.
Хотя, может, если бы я ехала на нем одна, на первой скорости, я бы и смогла проехать заявленные 45 километров, если бы не уснула от скуки. Еще мы заметили, что М365 Pro гораздо лучше держит баланс. На хорошей дороге им можно управлять буквально одной рукой. Это вроде плюс, что самокат держит дорогу. Можно не боясь поправить волосы или почесать нос. Главное, не писать друзьям сообщения, отвлекаясь от дороги. А то и до аварии так недалеко. На X1 же удержать руль одной рукой гораздо сложнее, и соблазна такого особо нет. Ну и, как обещали, вечерний свет. Xiaomi действительно гораздо сильнее светит людям в глаза. Но и впереди на дороге получается довольно четкое световое пятно. А вот X1, на мой взгляд, светит слишком близко к колесу, и в случае неожиданной ямы на большой скорости вы просто не успеете среагировать. Что в итоге? Xiaomi M365 Pro действительно классный, качественный самокат. Если у него написана максимальная скорость 25 км в час, то сколько бы ни весили, она точно будет не меньше 25 км в час. Надеюсь, у них так со всеми моделями, а не только с этой. Уж не знаю, что у них там за моторы или контроллеры, но вот это чувство уверенности в нем и простота эксплуатации действительно заслуживает внимания и стоит своих денег. После нашего обзора на Halton RS02, когда у нас на ходу открутился тормозной диск, у некоторых почему-то сложилось впечатление, что мы берем самокаты на сравнение только для того, чтобы рассказать об их минусах и как-то на их фоне выставить Kuga в лучшем свете. Но у меня нет такой задачи. И у Kuga бывают свои косячки, и я не стесняюсь об этом говорить. Они в той или иной степени бывают у любого самоката, любого бренда. И от того, что я о них промолчу, они никуда не денутся. Вы узнаете о них из других обзоров, и потом будете тыкать в меня пальцем, что я нечестный обзорщик. Зачем мне это надо? В прошлом ролике про обновленный Kuga M4 Pro некоторые написали нам и попросили сравнить его с White Siberia Luna. Мы связались с производителем, рассказали им обо всем и хотели договориться о том, чтобы они нам дали самокат для сравнения. Но потом началась Санта-Барбара. Они попросили сделать голосование на канале, и мы сделали. Но они все равно начали съезжать с темы и игнорировать наши сообщения. Из чего я сделала вывод, что они не уверены в качестве своей продукции. Я лично всегда абсолютно честно рассказываю все о том самокате, который нам дали. Не я же лично откручивала тормозной диск на Халтоне. Но если это произошло, как я могла об этом не сказать? Да, мы не проверили перед поездкой, затянуты ли там болты или нет. Но ведь эта коробка могла с тем же успехом достаться любому покупателю. И не факт, что он не поступил бы так же. А ведь диск мог заклинить колесо на большой скорости, и тогда это обернулось бы для человека серьезными травмами. Хотели бы вы, чтобы я о таком умолчала? А ведь продавцы знали, что дают самокат нам на сравнение, и перед отправкой могли тщательно его проверить. И в White Siberia тоже никто не мешает осмотреть свой самокат с ног до головы. Но они сказали, что хотят от нас гарантий, что мы не скажем об их самокате плохо. А потом вообще побоялись, что мы разберем их самокат и продадим их суперсекретные технологии китайцам. Я разберу самокат. Ага. В итоге они сказали нам, что дадут самокат только в том случае, если мы будем снимать под присмотром их команды. Ну ок, думаю, чё такого? Но оказалось, что они хотят провести всю съемку за денек-другой. Но мы же не обзор снимаем на 5 минут. Как можно сделать все тесты, понять все тонкости, да еще и проверить максимальный запас хода на самокате 18 ампер-часов за один день? Мы снимаем сравнение таких самокатов дня 3-4. Ну, пожалуйста, катайтесь с нами. В итоге закончилось все наглой ложью с их стороны. White Siberia написали у себя на канале, что нас проплатили китайцы. И я боюсь снимать в присутствии их представителей. Так что, если хотите, можете тоже зайти на сайт VS Electro и оставить в их опросе свое мнение. Но я лично вижу, что боятся только они. У Xiaomi тоже есть какие-то мелкие негативные моменты, но вопросов качества сборки не было никаких. И несмотря на эти мелочи, я точно могу сказать, что Xiaomi M365 Pro классный, качественный и комфортный самокат. Я, может, не скажу, что он лучше Kuga X1 или хуже. В чем-то они очень схожи, а в чем-то сильно отличаются. И просто каждый выбирает для себя то, что для него важно, а на что он может закрыть глаза. Если вы легкий райдер, то для вас в основном разница будет только в весе самоката и в его максимальной скорости. Разницу в динамике вы практически не заметите.
А вот если ваш вес больше 90, то Xiaomi хорош, когда вам не так важна максимальная скорость, но нужна тяговитость и хорошее ускорение с места. А если все-таки можно отключить эту функцию старта после отталкивания, то вообще б цены ему не было. Так что, если он вас заинтересовал, то ссылка на магазин Xiaomi самокат по-прежнему в описании под роликом. Насколько я смогла оценить беглым взглядом, то цена на эту модель у них ниже, чем во многих других магазинах. А еще у них на сайте есть клевая таблица сравнения всех характеристик моделей. Нам бы не помешало позаимствовать что-то подобное. В свою очередь, X1 долго раскочегаривается и не так бодро стартует с места. Но зато он гораздо быстрее на длинных дистанциях, когда у него есть простор для разгона. X1 тяжелее, но при этом он компактнее и гораздо легче перевозится в транспорте и хранится в тесных помещениях. Для меня выбрать между ними на самом деле непросто. Хотя, честно говоря, когда ты привыкаешь к быстрой скорости, то плестись постоянно со скоростью не быстрее 25 км в час, хоть и комфортно, но как-то немного скучновато. А как вы считаете? Делитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте ставить лайки, если видео вам понравилось, и подписываться на канал. А я на этом с вами прощаюсь. С вами, как всегда, была Лена и магазин Kuga Самокат. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!